Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень длительное время занимаюсь лечением детей с нарушением центральной нервной системы и проследила одну общую закономерность. Это дети с тяжелыми родовыми травмами, обвитие пуповиной, неправильное прилегание плода, угроза выкидыша в течение беременности по разным причинам. Вмешательство акушеров во время родов и кесарево сечения. Страхи беременных, у которых уже раньше были выкидыши. У всех этих детей кривошея – это смещение первого шейного позвонка атланта, который смещает затылочную кость и все кости черепа. Неправильное расположение атланта пережимает артерии, давит на спинной мозг и нервы, вынуждает все тело подстраиваться под смещение шеи и головы, запускает компенсирующие искривления опорно-двигательного аппарата, что сразу приводит к сколиозу, перекосу подвздошных костей, дисплазии суставов, смещению крестца и нарушению осанки. У детей возникает гиперактивность, повышенное внутричерепное давление и смещение внутренних органов. Все эти нарушения сопровождаются очень сильными головными и сердечными болями. Наблюдается одышка, плохой сон, ночные кошмары, плаксивость, метеозависимость. Все дети жалуются на боли в животе и ногах. При диагностике по китайской имидж-медицине при смещении атланта влево или вправо наблюдается левостороннее или правостороннее искривление всего тела, скелета и органов. Нарушаются коммуникационные связи между точками Байхуэ и Хуэнинь. Нарушается циркуляция энергии в центральном канале Джун-Май, переднесерединном канале До-Май, заднесерединном канале Жень-Май, во всех меридианах и других энергетических каналах. В органах при диагностике ощущается холод и просматриваются неправильные серые и очень темные образы. У всех детей очень сильные затемнения в затылочной области, шейном отделе, в тазу. Нарушен баланс инь-ян. Видно большую разницу между левой и правой стороной всего тела, асимметрия головы. Дети с рождения наблюдаются у невропатолога, и западная диагностика у них практически одинакова у всех. При осмотре педиатр дает заключение, что голова гидроцефальной формы, асимметрия костей черепа, синдром двигательных нарушений, нарушение осанки, гиперактивность, одышка. УЗИ головного мозга показывает перинатальное поражение центральной нервной системы смешанного генеза в сочетании с натальной спинальной травмой шейного отдела, поздний восстановительный период, синдром двигательных нарушений, кривошея, признаки дилатации передних рогов боковых желудочков, паренхима головного мозга, субарахноидальная киста мозжечковой области, синдром ликборных нарушений. А расширение третьего желудочка показывает эхография мозга. При рентгене шейного отдела наблюдается лестничное смещение позвонков. Дуплетное сканирование артерий дает заключение, что имеется компрессия позвоночной артерии в костных сегментах шейных позвонков. Все это сопровождается сильными высыпаниями на коже, и при консультации иммунолога ставится диагноз – дерматит, аллергический ринит. Детям с рождения фиксируют неправильное положение шеи, закрепляя ее жестким корсетом. Дисбаланс родовых сил приводит к чрезмерным воздействиям на позвоночный столб,
И далее по жизни травматизм усиливается и усугубляет смещение атланта и всего скелета, что вызывает дисфункции в работе всех органов и систем организма. Это подтверждают врачи всех специальностей. Прилагается множество заключений. При лечении каждому ребенку применялся индивидуальный подход, придерживаясь общей схемы. В каждой работе это описывается подробно. Убирала плохую ци из груди, живота, головы, выводила ее через руки и ноги, пробуждала органы мантрой Хуа и Цзоу, на животе работала на 4 точках и мантрой больше-меньше, особое внимание уделялось точке Цихай. Остеопатическими методами поправляла и выравнивала положение костей черепа, шейного отдела, атланта, крестца и всего скелета. Большое внимание уделяла восстановлению центрального канала Джун-Май и каналов Ду-Май и Жень-Май. Применялись мантры Тун и Бьен. Создавала контакт между головой и органами, особенно между мозгом, щитовидной железой, сердцем. Создавала правильные образы головы, органов, скелета, всего тела. Изменяла темные и серые образы на светлые и пустые. При необходимости ставила банки. Пропивались препараты «Король моря», «Джибао» и другие. Восстанавливала баланс инь-янь. На все тело воздействовала мантрой Мин. В 3 работах приводится подробное описание лечения детей с нарушением по центральной нервной системе. Первый случай. Ребенок Ваня. Пришли на прием в 3 месяца со всеми вышеперечисленными жалобами, диагнозами и корсетом на шее. После первого курса из 10 процедур с ребенка сняли шейный корсет, он стал крепко и ровно держать голову, нормализовался сон, стал самостоятельно сидеть, кожный покров полностью очистился. Повторный курс был проведен через 3 месяца. Ребенок стал вставать на ножки, но еще беспокойно спал. И после 12 процедур все нормализовалось. Диагноз «нарушение центральной нервной системы» снят полностью. Все заключения прилагаются. И сейчас для профилактики ребенка приводят 1 раз в год на 3-5 процедур. И при диагностике по китайской имидж-медицине в органах просматриваются правильные и светлые образы. Циркуляция энергии в каналах и меридианах восстановилась. Второй случай. Ребенок Сергей. Привели на прием в 11 лет с диагнозом нарушение центральной нервной системы и аневризма аорты. С жалобами на очень частые и сильные головные и сердечные боли, боли в груди, плаксивость, ночные кошмары, метеозависимость, избыточный вес, тошнота. Лечение проводилось по вышеперечисленной схеме, но так как ребенок был с очень большим избыточным весом, то через процедуру ему ставила банки на живот и больше времени уделялось 4 точкам вокруг пупка, особенно точки Цихай. Первые 3-4 процедуры проходили очень тяжело. В школе на уроках усиливалась головная боль и иногда появлялась тошнота. Затем стало все улучшаться, и после 10 процедур прошли головные боли, перестали беспокоить боли в груди и животе, восстановился сон, ушло депрессионное состояние и утомляемость. Ребенок сбросил 10 килограмм, что его очень-очень радовало. Но медленно проходили синяки на коже, возникающие даже от очень небольших ударов о предметы. После повторного лечения и приема препарата «Король моря» самочувствие нормализовалось. Головные и сердечные боли полностью прошли и не беспокоят. Одышка прекратилась, кожа очистилась, нормализовался сон, позвоночник выровнялся, ушла асимметрия тела,
Сердце в норме, ритм синусовый, печень, селезенка не увеличены. Подробный метод лечения и все заключения прилагаются. Ребенок Кирилл. Ребенка привели на прием в 6 лет с диагнозом нарушение центральной нервной системы и жалобами, такими же, как и вышеперечисленные, постоянные головные боли, периодические боли в области сердца, повышенная возбудимость, плохой сон, метеозависимость, частые высыпания на коже, очень сильные боли в ногах и низу живота. Лечение за год провели 3 курса по вышеперечисленной схеме. Полностью прошли головные боли, перестали беспокоить ноги, спина и фигура ребенка стали ровными и симметричными, прошла слабость и восстановился сон. Высыпания на коже прошли. Все заключения и подробное описание лечения прилагаются. Выводы. Лечение с помощью китайской имидж-медицины очень эффективно и не имеет побочных эффектов. Благодарим нашего мастера Сью Минтана и Пекинский медицинский исследовательский институт Кундавел за те уникальные знания, которыми он с нами делится. Желаем мастеру и институту Кундавел дальнейшего развития и процветания. Благодарю всех за внимание.